Такиносузуран, или в простонародье Такинокоэн. Он считается одним из крупных национальных государственных горных парков острова Хоккайдо. Вот вроде сток сена, а как хорошо смотрится. Такинобас. В общем, мы сейчас должны увидеть вот такую картинку. Зимой в этом парке катаются на лыжах, а летом смотрят вот такую красоту. Общая площадь массива занимает 400 гектаров, поэтому Такино разделен на центральные, восточные и западные части, каждая из которых устроена по-особому. Центральная зона имеет шикарные полевые насаждения цветов летом и осенью. Сорта меняются в зависимости от сезона. В нижней части парка можно отдохнуть под журчание мелких ручейков, речушек, искусственных прудов и водопадов, плюс бесконечно селфиться возле различных красивых инсталляций. Сегодня классная такая погодка, на каждый сорт табличка. С высоты, конечно, это все очень классно смотрится. Западная и восточная части Такино приглашают посетителей насладиться красивой природой, прокатившись на велосипедах по отлично проложенной велотрассе. Любителей хайкинга ждут лесные дорожки, а любителей пикника – ровненькие стриженные газоны в специально отведенных местах. Также в парке имеется зона для гольфа, для рыбалки и даже огромная кемпинговая зона со всеми удобствами. Какая красота! Зимой вот в том месте проводятся катания на ватрушках, на тюбах. Для детей отведена целая долина с играми, аттракционами и ивентами. Она разделена на открытую и закрытую части. Летом в жару семьи обычно отдыхают в открытой зоне, стилизованной под крутые природные объекты. Это муравьиная башня с мелководными водоемами вокруг, в которых можно плескаться, каменные горки в виде стекающей лавы, необычные батуты и, конечно же, муравьиные тоннели. Особое удовольствие детям и взрослым доставляет гонять огромные шары с зеленой горы, но этот веселый аттракцион лучше наблюдать, сидя на стильных лавочках напротив, поедая вкусное мороженое. Закрытая детская часть долины называется «Радужное гнездо». Этот объект скорее похож на пещеру с паучьим коконом внутри, где разноцветная паутинная сетка прикреплена к потолку. Соответственно, в нее можно влезть и доползти до самого потолка. А это же мечта всех детей, и именно здесь, в этом коконе, она осуществима. Вообще по парку очень много маршрутов, и можно ходить в любом направлении, гулять. Пещера соединена с постройкой муравьиные тоннели и всегда открыта для игр вне зависимости сезона. Ко всему этому она очень комфортабельна. В ней имеются детские и взрослые туалеты, туалеты для людей с ограниченной ответственностью, комната отдыха и специально отведенные места под мусор. А через дорожку напротив можно перекусить в неплохой кафешке. Вот тут уже что-то высажено на осень. Кто-то потерял кофту. Вот как оснащена поливалка на грядке. Вот. Считаю, через 2 межи шланг протянут, подключен. И поливает, удобряет. Класс.
Зимние забавы проводятся в основном в детской зоне. Она переделывается для катания на санках и на тюбах по возрастным категориям. То есть отдельные места для малышей и отдельные места для дошкольников. А в центральной части парка зимой все катаются на лыжах. Трасса небольшая, но особенно очень удобная для начинающих. Рядом с ней расположен недорогой подъемник и рентал-шоп, где можно приобрести на прокат полное детское и взрослое лыжное снаряжение. Также за отдельную плату новичкам предоставляется возможность нанять коуча для обучения катания на лыжах. В основном только детки обучаются. Взрослые, конечно, на более такие сложные трассы ездят. Стоят санитайзеры на входе обязательно. Магазин, который сдает в аренду лыжи. Но сейчас он закрытый. Вот. Рентал-шоп. Закрытый. Мусорки аккуратно стоят. Люди на стогу сена фотографируют. А вон еще есть в той стороне водопады. Мы пойдем посмотрим сейчас. Ветер, конечно. На входе парка работает прокат детских колясок и инвалидных кресел. Пандусы имеются абсолютно везде. Для мамочек практически в каждом строении парка есть комнаты Baby Room, в которых можно покормить ребенка и поменять подгузник. Вот поэтому этот парк и называется Таки но Коэн. Потому что таки это по-японски означает водопады. Вот это искусственные водопады. Но внизу вот этой горы, потому что этот парк на горе, внизу горы есть настоящие таки водопады. Я имею в виду не искусственные. Пойдем туда? Господи, как бы не навернуться. Ну вот этот водопад, он самый такой популярный для селфи. Туда все идут. Так, еще один водопадик. Ну, конечно же, он искусственный. Ну, вот, собственно, и все тюльпаны. Ну, вообще, как бы парк оборудован очень красиво. Вот вроде бы как груда камней навалено. Вот они что-то там, стеночку такую типа как сделали из камней. Смотрится красиво. Насаждения такие зеленые. Ели. Все деревья подстрижены. Нету вот таких сухих ветвей, которые торчат все время. Там еще есть стеклянная оранжерея. Вот этот парк, он посезонно обновляет интерьер. То есть весной одно, летом другое. Это вот удобрение. То есть удобрения в парк приготовлены. Просто валяются вот здесь и все. Питьевая вода, отсюда попить можно. А мы собираемся вот в это здание, чтобы перекусить. Ресторанное меню.
здесь что-то не очень. А там вот магазин сувенирных изделий.